Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решил экспериментировать. Вы знаете, я сам люблю жареные кабачки. И я посмотрел на интернете, там делают очень много блинчиков из жареных кабачков. Но я не видел, что цукини. Но я думаю, что цукини и кабачки это одно и то же. Так что я решил сегодня попробовать и посмотреть, что у меня получится. Так, посмотрим, получится. Я надеюсь, что получится, потому что почему бы и нет. Это эксперимент тоже для меня. Я никогда их не делал, что так захотелось, и решил попробовать сделать. Итак, я взял 3 цукини. Я отрежу попки с обеих концов и пропущу через терку. Честно скажу, хотелось бы, чтобы получилось, и я надеюсь, что получится. Ну, мы попробуем. Может быть, сам кто-то скажет, что это очень легко делается, кто-то уже делал, но, простите, это для меня первый раз, я экспериментирую, я никогда это не делал, а так захотелось. Так, я сейчас их порежу пополам, чтобы легче пропустить через машинку. Я их пропущу через большую терку, так что таким образом. Итак, давайте приступим. Теперь я добавлю 3 яйца сюда. Поперчим. Подсолим. Теперь я все перемешаю. Добавлю немножко муки. Не знаю, правильно делаю или нет, но попробуем, посмотрим. Я решил добавить немножко масла тоже туда. Потому что я знаю, что я всегда добавляю масло на блины, но здесь я не знаю, так что я посмотрю, что у меня получится. Ну что, это я замешал, и давайте попробуем, как у нас пойдет жарко. Так что запах вкусный, честно скажу. Еще этот запах идет от чеснока, тоже очень вкусный запах. Ну, посмотрим, что у нас на самом деле, как будет это жариться. Итак, включаем нашу плитку. И посмотрим, что у нас получилось. Честно скажу, я повторяюсь, я никогда это не делал. Я видел, как делать с кабачками, тоже с кабачками никогда не делал, но решил сделать с цукини, попробовать, как получится, потому что что-то так захотелось мне. Первый раз я немножко маслом попрыскаю. Уже горячее, хорошо. И теперь мы станем ложить маленькие оладушки на сковородку. По идее говоря, должно что-то получиться, потому что это тесто я сделал как на блины, но немножко боюсь, немножко не уверен. Ну, посмотрим. Может быть, кто-то это и делает, сейчас смеется надо мной, но не все. Я только учусь на это. Я никогда это не делал. Выглядят пока красиво, хорошо. Но посмотрим, что у нас на вкус получится и как они у нас. Вы знаете, получилось неплохо. Неплохо. Надо еще немножко соли добавить. Так что мы положили начало. Теперь увидимся, что я сделаю. Итак, посмотрите, какая красота у меня получилась. Оладушки с цукини. Какая прелесть. Мой эксперимент удался.
Ел первый раз, ну, они видно, но они очень красивые. Итак, началось с эксперимента, как я вам сказал. Я никогда не видел, что кто-то делает блинчики с цукини или оладушки с цукини. Я только видел, что жарят кабачки. Ну, я решил попробовать что для цукини, потому что я думаю, что кабачки и цукини это одно и то же. Ну, может быть, кто-то скажет, что это какой я глупый, что я не знал. Да, я, может быть, и не знал. Ну, я, честно говоря, что рад, что я попробовал, и у меня что-то получилось. Конечно, первые оладушки немножко подгорели, как говорят, первый блин комом. А потом я уже превратился, нормальную температуру на плитке нашел, и они стали жариться. А сейчас я хотел взять один из них и попробовать, что же у меня на самом деле. Мягкие, влажные, сочные, а еще горячие. Какая прелесть. Честно говоря, я даже... Я рад, что я сделал. Потому что я добавил немножко соли попозже и немножко еще добавил масла тоже. И, честно говоря, что вкус чеснока тоже проходит очень хорошо. Какая прелесть. Честно скажу, что я рад, что я сделал, и я рад, что мне получилось. Я надеюсь, что я дал, что это видео не было вам скучным, я дал какую-то идею. А если понравилось это видео, поставьте лайк. Я был бы очень признателен, если подпишетесь тоже. Таким образом вы меня поддержите. А честно скажу, что люблю экспериментировать и люблю, когда эксперимент удается. В этом случае эксперимент мой удался. Если учесть, что я никогда в жизни не жарил кабачки сам или цукини. А меня всегда кто-то жарил, или я всегда смотрел, кто-то жарит. Но я решил сегодня сделать первый раз и сделать маленькое видео тоже. Думал, что посмотрим, что получится. Итак, на этой ноте я хотел бы с вами прощаться. Большое вам спасибо, что вы зашли на мой канал, посмотрели это видео. И самое главное, хотел бы вам пожелать самого-самого наилучшего. Берегите себя, своих близких. И до новых встреч. Пока-пока.